Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе об одном интересном приложении для операционной системы Windows от разработчика Microsoft, которое является абсолютно бесплатным и которое позволит тебе здорово расширить функционал твоей Windows и добавить некоторые удобные функции, которые помогут тебе при каждодневной работе и использовании Windows. Вкратце, это добавление на клавишу Windows вот такой панели, с помощью которой ты сможешь запустить действие. Я подробно расскажу. Быстрый запуск, цветоподборщик, ты можешь в любом месте тыкнуть мышкой и узнать код цвета. Разделение на зоны можешь использовать для удобной перемещения и копирования файлов. Дополнительные функции проводника также добавляются с помощью этой программы. Легко и быстро изменить разрешение любой фотографии, добавить клавиши, горячие клавиши на клавиатуру, запуск приложений по любому твоему сочетанию клавиш. Расширенное переименование файлов, то есть ты можешь выбрать несколько файлов и сразу их переименовать пачкой. Быстрый поиск по твоему компьютеру. Любое приложение, либо файл быстро по горячим клавишам ты сможешь найти. Поиск работает намного быстрее, и он считается альтернативным поиском стандартному поиску, но на мой взгляд он работает намного быстрее и ищет лучше, чем стандартный поиск Windows. А также другие функции, с которыми ты сможешь сам ознакомиться. Я сейчас расскажу о всех этих функциях, но сначала давай узнаем, как скачать это приложение. Для этого тебе нужно перейти на сайт GitHub по вот этой ссылке. Я оставлю ее в описании, обязательно проверь. По вот этой ссылке, и сайт GitHub — это место, где разработчики оставляют и размещают программное обеспечение для совместной разработки. И это официальный аккаунт Microsoft, поэтому приложение полностью официальное. Ты сможешь легко его скачать и быть уверенным в надежности этого приложения. Заходишь, переходишь по этой ссылке, приложение на сайт на английском, но тут в принципе если ты перейдешь именно по ссылке из описания, то сможешь прямо внизу страницы найти файл PowerToys Setup.exe. Именно его скачиваешь, нажимаешь левой кнопкой мыши и начнется загрузка этого файла. После установишь. Еще диспетчер установки попросит .NET скачать. Тоже соглашаешься, скачиваешь. И после этого у тебя установится приложение PowerToys. Также оно будет в трее здесь. И после этого у тебя появляются такие функции, как если ты зажмешь клавишу Windows на своей клавиатуре и будешь держать, то у тебя высветится вот такое окно, с помощью которого ты сможешь быстро запустить, например, здесь на английском, но когда ты выучишь некоторые действия, которыми будешь часто пользоваться, то есть тебе даже не надо учить, ты будешь просто некоторыми, если будешь пользоваться, то ты довольно быстро запомнишь их. Если ты нажмешь клавишу Windows, удержишь ее на 3 секунды буквально, и далее, в зависимости от того, какую букву ты нажмешь, вызовется некоторая функция. R — это у нас, соответственно, функция выполнить. A — это панель уведомлений. D — это скрыть рабочий стол, не знаю, для чего эта функция. E — это файл Explorer, то есть нажимая E, открываем проводник. Далее Open Game Bar.
такое меню, геймбар. I — это настройки. Ну, то есть, как видишь, здесь можешь пробежаться по этим горячим кнопкам и посмотреть, что из них делает. Если у тебя будут какие-то полезные из этих, то просто запомнишь их и будешь постоянно ими пользоваться. L — это заблокировать ПК. То есть, если ты, например, работаешь в офисе и при отходе от компьютера тебе нужно по правилам внутренним в твоей компании блокировать компьютер, то, соответственно, с помощью этой функции ты сможешь это делать быстрее. Нажал Win и L, и компьютер заблокируется. Не будем сейчас подробно на всех останавливаться. Ну, еще, например, можешь, нажав цифру на клавиатуре, запустить приложение, которое будет под номером, который здесь указан. Например, 3. Если нажмем цифру 3, запустится приложение под номером 3. В данном случае это Chrome. Ну, то есть, если у нас мышка есть, это не особо интересно. А если, например, это какой-то компьютер, установленный на какой-то машине, либо станке, и там нет мышки, либо мышка недоступна, либо поломалась, то с помощью этой функции можно клавишами, цифрами запускать приложения, которые будут здесь в панели задач. То есть для определенных моментов это очень полезная функция. Но это не все функции. Далее давай перейдем, просмотрим по порядку еще что есть. Общие здесь настройки. Базовые. Цветоподборщик. Если ты нажмешь Win-Shift плюс C, Win-Shift плюс C, у нас появится вот такое окно. И перемещая это окно и наводя на тот цвет, который ты хочешь, к примеру, тебе нужно узнать код цвета, то легко можешь узнать код цвета. Если тебе, к примеру, понравился какой-нибудь цвет, ты можешь легко с помощью этой функции узнать код, номер цвета этого. И ты, соответственно, можешь выбрать представление цвета. Далее Fancy Zones — это разделение рабочего экрана. Удобно, например, для перемещения файлов. Можно разделить экран как тебе удобно. Для этого нужно нажать клавишу Windows плюс вот такой значок, который находится под клавишей Escape слева на клавиатуре вверху. Нажав можешь выбрать шаблоны. И если нажмешь Shift и будешь двигать окно, то сможешь поместить его в одну из этих зон. И потом сможешь легко работать. Далее вкладка «Проводник». Эта функция добавляет предпросмотр файлов SVG. Ну, как по мне, я не особо работаю с SVG файлами, не особо полезно, но тем людям, кто работает с SVG файлами, будет полезно, так как эта функция улучшает предварительный просмотр SVG файлов, то есть в проводнике прямо. Далее функция изменения размера изображений. Здесь ты можешь включить либо выключить. При включенном значке у тебя появится вот при правой кнопкой мыши, когда ты наведешь на фотографию. Например, у нас есть фотография, снятая на камеру. Имеет вот такое разрешение 3000 на 4608.
И ты можешь легко, быстро уменьшить, просто нажав правой кнопкой мыши, изменить размер изображения. И далее вот в таком окне просто выбираешь, в какой размер ты хочешь изменить. Можешь пользовательское установить сам. Можешь выбрать из готовых, нажимаем изменить размер. И у тебя появляется новый файл с измененным размером. Информация о файле. Как видишь, файл, размер изменился. Это очень удобно, если тебе надо быстро отправить, к примеру, в каких-нибудь мессенджерах, либо по почте, и ты не хочешь отправлять большой тяжелый файл, а нужно отправить просто для ознакомления небольшой файл. Этим способом ты быстро изменишь разрешение картинки либо фотографий. Далее следующая вкладка диспетчер клавиатуры. Здесь, как я уже говорил в самом начале, можно назначить клавиши, горячие клавиши для запуска приложений либо каких-либо действий. Далее функция расширенное переименование. Тоже, если она тебе нужна, включи, если не нужна, выключи этим ползунком. Но смысл примерно такой. Когда у тебя есть много файлов, и ты хочешь их переименовать пачкой, например, у меня здесь 5 файлов, я не хочу по одному нажимать вот так, переименовать, а хочу сразу пачкой. Просто выделяешь, нажимаешь правой кнопкой мыши, и здесь будет функция расширенное переименование. Выбираешь. Здесь видишь твои файлы, а здесь слева твои файлы, справа будет итог переименования. Например, ты хочешь убрать к слову там новый, например, слово новый хочешь убрать, а заменить его там на что угодно, на один, к примеру. Видишь, здесь меняется, то есть пачкой сразу меняется, либо просто хочешь его удалить, тогда здесь ничего не ставишь. Вот это исходное, вот это то, что будет переименовано. Нажимаешь переименовать, видишь, все файлы переименовались. Может быть, тебе нужно убрать скобочки из всех этих файлов, либо еще какие-то действия массово по переименованию сделать. Например, давай удалим скобочки. Ищем, нажимаем скобочку, переименовать, сделали, и теперь другую скобочку. Это удаляем, теперь такую скобочку, переименовать, все, мы удалили все скобочки из наших файлов. То есть все довольно быстро делается. Панель PowerToys оставим, сейчас расскажу, что это такое. Это вообще, наверное, самая полезная функция из всех этих функционала этой программы PowerToys. Запускается эта функция Alt Space. На клавиатуре нажимаешь Alt Space. Можно, в принципе, закрыть это все. И в любом месте просто нажимаешь Alt Space. И у тебя появляется строка поиска, с помощью которого ты можешь искать все на своем компьютере. То есть программы, файлы. Например, вот давай найдем этот файл P625. Мы, например, знаем что-то там, начало файла примерно что-то. Их, нам нужно найти. P625, и вот довольно быстро, практически мгновенно файл нашелся. Если бы мы искали через этот поиск, либо через, например, поиск в проводнике, это бы длилось очень и очень долго. Раз, все, запустилось. То же самое можно не только файлы, но и программы. Chrome, например. Все что угодно. Alt-Enter. Вот такой функционал у этой бесплатной программы. Если понравилось, переходи в описание, переходи по этой ссылке, скачивай, устанавливай и пользуйся. Настрой под себя и пользуйся. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий. И уж совсем круто будет, если нажмешь на колокольчик, который находится справа от кнопки подписаться. На этом все. Всем пока.